Шестичасовые переговоры в Минске. Договор между Лукашенко и Трампом. Вашингтон и Минск обсуждают снятие санкций с Беларуси. На свободу из белорусских колоний выходят известные оппозиционеры Лукашенко и не только. О чем договорились? Зеленский призвал США вооружить Украину и заявил, что в планах Путина вторжение российских солдат в Казахстан, страны Балтии и не только. О чем речь и какое послание вновь отправил в Киев Путин? Европа идет на уступки ради Трампа. Меняется программа саммита НАТО. Украина не в центре внимания. Отправится ли Зеленский в Гаагу? Американцы перебрасывают самолеты для ударов по бункерам на Ближний Восток. Верховный лидер Ирана Хаменеи готовит преемников и ставит ультиматум. А президент Турции Эрдоган обвиняет Нетаньяху в саботаже и призывает мусульманские страны восстать против Израиля. Каким образом? Казахстан вновь борется за свои земли и возвращает их, а Узбекистан начал войну. С кем или же чем? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. В Эстонии громкий скандал. Монахинь подозревают в шпионаже и работе на Кремль. Эстонские власти заявили, что Пюхтицкий монастырь Русской Православной Церкви – это не просто религиозное учреждение, а инструмент гибридной войны России в Европе. По данным МВД Эстонии, под видом молитв и уединения монастырь якобы распространяет прокремлевские нарративы и романтизирует русский мир. О монахинях-шпионках пишет The Telegraph. Монахини Русского Православного монастыря находятся в конфликте с эстонским правительством из-за нового закона, который обязывает их разорвать связи с патриархом Московским Кириллом, духовным лидером церкви и активным сторонником войны в Украине. Монастырь отказался отречься от Московского патриархата, ссылаясь на канонические правила, и обвинил Таллин в попытке заставить его отказаться от нейтральной позиции по геополитическим вопросам. Игуменья Филарета отрицает любую политическую активность и утверждает, что монахи не просто хотят молиться и служить Богу вдали от мирской суеты. Она резко отвергла обвинения в причастности к кремлевской пропаганде и подчеркнула, что война – это трагедия, а монахини находятся подальше от суетного мира и не хотят втягиваться в его конфликты. Тем не менее, в МВД Эстонии настаивают, монастырь – часть тонкой информационной кампании, цель которой – представить Запад как агрессора, ущемляющего невинных православных монахинь. Как вам такой уровень конфликта, друзья? Ситуация похожа на то, что происходило в Украине. Ведь так? И далее событие, к которому приковано внимание мировой прессы. Это визит высоких представителей Белого дома в Минск и, как результат, освобождения политзаключенных Беларуси. Какие люди? Этими словами накануне Лукашенко встретил в белорусской столице американскую делегацию во главе со спецпосланником Трампа Китом Келлогом. Причем фраза «какие люди» адресовалась заму Келлога Джону Коул, который ранее уже приезжал в Минск. После рукопожатий и объятий стороны сели за стол переговоров. За закрытыми дверями встреча длилась более 6 часов. В Беларуси утверждают, что обсуждались вопросы американских и европейских санкций в отношении Беларуси, война в Украине и на Ближнем Востоке, а также отношения Беларуси с Россией и Китаем. По информации Рейтер, Келлог рассматривал этот визит как потенциальную возможность к возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной, которые в последнее время зашли в тупик. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае, чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся. Спасибо за ваше гостеприимство. Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко обостриться, разрастись, если мы не будем мудрыми и справедливыми. Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси, и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас. Теперь в безопасности, пишет мировая пресса, и 14 человек, которые вышли на свободу благодаря переговорам с Лукашенко. На воле теперь и белорусский оппозиционер, муж Светланы Тихановской, Сергей Тихановский. За время нахождения в одной из колоний республики, а речь идет о 5 годах, он заметно изменился, потерял в весе. Его фото и видео встречи с супругой обсуждают в соцсетях. Тихановский уже не находится в Беларуси. Тихановская опубликовала в своем телеграм-канале видео встречи с мужем в Вильнюсе. В администрации Трампа назвали это своей заслугой и поблагодарили за сотрудничество и помощь правительства Литвы.
У меня начались отношения с Лукашенко, и около 6 недель назад мы вернули последнего американца, удерживаемого там. На этот раз мы вернулись и вывезли 14 человек из разных стран, которые теперь свободны. Самый запомнившийся момент, когда подъехал фургон с этими 14 людьми по проселочной дороге, где мы их встречали. В то же время в Минске заявили, что Лукашенко по просьбе Трампа помиловал 2 граждан Японии, 3 граждан Польши, 2 Латвии, а также граждан Эстонии, Швеции и США. В списке и несколько белорусов. Это люди, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность. Сергей Тихановский в том числе. Решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис прокомментировал события и заявил, далее цитата, «Роль США в их освобождении была решающей, но это еще не конец. Более 1000 заложников все еще находятся в белорусских тюрьмах. Все они должны быть немедленно освобождены». Конец цитаты. Как вам такой поворот и новый виток отношений между Вашингтоном и Минском? Поделитесь своей точкой зрения под этим видео. И, друзья, знаю, что многие из вас со мной ежедневно, но пока без подписки на канал «Время Прядков». Подпишитесь. И если не сложно, поставьте лайк. Для меня и для алгоритмов YouTube это важно. А вам, я думаю, не сложно. Большое спасибо. А я пока продолжу. Путин тем временем хочет, чтобы ВСУ освободили, а точнее ушли из 4 украинских областей. Условие не новое, но вновь повторяется. В эксклюзивном интервью для Sky News Arabia Путин заявил, что Киев должен вернуться к своим исходным установкам, намекнув Зеленскому, что Украина должна быть вне альянсов, без ядерного оружия и нейтральна. Кроме того, Путин заговорил о демократии, уточняя, что Зеленский должен решить вопросы с русским языком, а также признать те территории, которые Россия сейчас не контролирует, полностью все же за Россией. Я подчеркиваю, что Украина должна признать итоги референдумов, проведенных в 4 известных регионах. Это нужно признать как факт. Непризнание означает риск возобновления вооруженного конфликта. Я убежден, что украинский народ, его большинство, заинтересованы в добрых и дружеских отношениях с Россией в долгосрочной перспективе. Также необходимо избавить Украину от нацистского влияния, чтобы элементы нацизма не сохранялись в украинском руководстве. Зеленский неоднократно называл подобные заявления из Кремля ультиматумами и говорил, что Украина не будет признавать украинские территории российскими. Накануне он призвал западных союзников, в частности США, вооружить Украину. Список всего необходимого, в том числе систем ЗРК «Патриот», Украина уже передала Трампу. Зеленский уточнил, что этот пакет вооружения на очень большую сумму, и Украина готова его купить. Кроме того, в Киеве призвали к экономическому удару по Москве, заявив, что россияне продолжают использовать западные технологии и компоненты для создания оружия. В частности, почти 40 компаний задействованы в производстве орешника. Зеленский внезапно прокомментировал и слова Путина, который говорил, далее цитата, «Там, где ступает нога русского солдата, то наше». В Киеве считают, что в планах Кремля взятие под свой контроль еще и Казахстана, а также других стран. Путин вчера устроил бенефис, в частности, и для Соединенных Штатов Америки. И говорил он абсолютно откровенно. Да, он хочет всю Украину. И хочет не 4 года, не с 2014 года, а давно. Он так сам сформирован российским империализмом. И когда он говорит про Украину и что там еще про ноги российских солдат, он говорит также о Беларуси, про страны Балтии, про Молдову, про Кавказ, про такие государства, как Казахстан, про все местоположения на земле, куда могут добраться российские убийцы. Ступит ли нога Зеленского на территорию Гааги, где уже 24 июня стартует саммит НАТО, пока под вопросом. Решение будет принято ближе к событию, и это никак не связано с тем, состоится или нет на полях саммита встреча с Трампом. Тем временем издание «Политика» сообщает, что обсуждение украинского вопроса на саммите в Гааге отменили из-за Дональда Трампа. Европа идет на уступки ради американского президента.
Хотя союзники по НАТО расходятся во мнениях по поводу деталей соглашения, общее стремление удержать Трампа в хорошем расположении духа и сохранить единство на фоне продолжающейся войны России против Украины и смещения американского внешнеполитического фокуса в сторону Азии и Ближнего Востока объединяет всех. Ради этой цели организаторы саммита урезали программу до минимума. Вместо 2 дней встреча займет всего 24 часа и будет сосредоточена исключительно вокруг оборонного обещания, согласованного заранее. Тем временем зампред Совбеза РФ вновь заговорил об ударе. На этот раз он предупредил, если Украина решит ударить по России так называемой грязной бомбой, то последствия будут такими, какие видел мир после Чернобыльской катастрофы. Медведев предложил украинской власти прогуляться по Чернобыльской зоне или посмотреть сериал «Чернобыль», чтобы понять, каким может быть зеркальный ответ Кремля. Кроме того, он считает, что израильско-иранская эскалация на руку Москве. Мол, американцы теперь заняты любимым Израилем. Им не до Украины. Как бы цинично это ни звучало, вся эта история с Израилем и Ираном явно никак не вредит нашим позициям. Большинство американцев даже не смогут найти умирающую Украину на карте, а администрация Трампа, и без того не стремящаяся сжигать деньги на конфликт, к которому не имеет отношения, теперь занята другим. Потому что на этот раз все по-другому. Речь идет об их любимом Израиле. Пусть теперь разбираются со своим драгоценным созданием. Эрдоган обвинил Израиль в саботаже ядерных переговоров и попытке дестабилизировать регион. На встрече министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле президент Турции заявил, что недавние удары Израиля по Ирану прямо перед возобновлением ядерных переговоров с США специально нацелены на срыв дипломатического процесса и лишний раз доказали, что Израиль вообще не намерен искать мирных решений. Эрдоган призвал страны, обладающие влиянием на Израиль, не слушать его яд, это цитата, и добиваться урегулирования через диалог, не допуская расширения конфликта. Он также призвал мусульманские государства активизировать усилия по введению санкций против Израиля на основе международного права и резолюций ООН. Своими атаками 13 июня правительство Нетаньяху фактически поставило цель сорвать переговорный процесс. Происходящее также показывает, что Нетаньяху и его сеть убийц не хотят решать ни один вопрос дипломатическим путем. И пока Трамп думает объявлять войну Ирану или нет, Тегеран выдвигает ультиматум: никакой дипломатии, пока Израиль не прекратит бомбардировки Ирана. Как заявляет глава МИД страны Аббас Аракчи, если США напрямую присоединятся к агрессии против Ирана, последствия конфликта на Ближнем Востоке ощутят многие. К сожалению, мы пришли к выводу, что США участвуют в этой агрессии с самого начала. Нет, они это отрицают. Они продолжают говорить, что не вовлечены, но у нас есть множество свидетельств, что их участие началось с первого дня. А теперь и твиты, и интервью президента США ясно дают понять, что он говорит о ведущей роли США в этом вопросе. К сожалению, мы слышали, что США могут присоединиться к агрессии официально. Это было бы крайне печально и, на мой взгляд, чрезвычайно опасно для всех. Цахал тем временем заявил о ликвидации 2 командиров корпуса стражи исламской революции и о новом ударе по ядерному объекту в иранском Исфахане. Отмечается, что целью был объект по производству центрифуг. Представители армии Израиля показали кадры с места удара, виден дым, поднимающийся над территорией объекта, и поврежденные здания. Минувшей ночью мы углубили удар по ядерному объекту в Исфахане и на западе Ирана. На экране вы видите объект, где проводится переработка обогащенного урана. Это этап, следующий за обогащением, в процессе создания ядерного оружия. Мы уже наносили удар по этому объекту в самом начале операции, и прошлой ночью нанесли повторный масштабный удар для закрепления достигнутых результатов. Напряженность в регионе растет. США перебрасывают ближе к границам Ирана свои самолеты-невидимки, а Хаменеи готовит преемников. Соединенные Штаты отправили стратегический Б-2 «Спирит» на авиабазу Диего Гарсия в Индийском океане. Самолеты, способные нести тяжелые бомбы для уничтожения подземных укреплений, сопровождают 8 боингов-заправщиков. Об этом сообщает издание Defense Journal. Одновременно с этим иранский верховный лидер Али Хаменеи назвал 3 возможных преемников на случай своей смерти, что интерпретируется как реакция на планы Израиля и США по его ликвидации. Нью-Йорк Таймс пишет, что Хаменеи ужесточил личную безопасность, отказывается от электронных средств связи и проводит встречи исключительно в закрытых бункерах. Любопытно, что, по словам источников,
сын Хаминеи, Маджтаба, клирик и фигура, близкая корпусу стражи исламской революции, которого часто называли фаворитом, не вошел в число 3 кандидатов. Еще одним предполагаемым преемником считался бывший президент Ибрагим Раиси, но он погиб в авиакатастрофе в 2024 году. Казахстан ведет войну за свои земли. В ЖТСУ громкая история. На 100 миллионов тенге, а это около 220 тысяч долларов США, были возвращены земли в госсобственность. Речь идет о 14 участках общей площадью 1655 гектаров в Волокольском районе. Как сообщают в прокуратуре области, несмотря на дефицит и высокий спрос на землю, местные власти не спешили наводить порядок. Акимат, имея все полномочия, годами закрывал глаза на истекшие сроки аренды. Результат – ценные земли пустовали, нарушая закон и здравый смысл. Надзорный акт прокуратуры дал эффект. Все участки возвращены в госсобственность. И это уже не первый случай. Ранее в области таким же образом вернули 26 тысяч гектаров у землепользователей, нарушавших закон в Каратальском районе. Там 38 участков простаивали без дела, не принося ни урожая, ни пользы. Государство все громче заявляет: не используешь по назначению – прощайся. Как считаете, правильный ли это подход? Битва в Центральной Азии. Регион под ударом, и речь не о боевых действиях, а о борьбе за урожай. Нашествие сексуальной горбатки. Вы не ослышались. В Узбекистане настоящее экологическое ЧП. На более чем 500 тысячах гектаров выявлено массовое распространение саранчи. Как сообщает агентство по карантину и защите растений, основная угроза – это та самая сексуальная горбатка, которая пожирает поля в республике Каракалпакстан и в 5 областях республики. Обработка идет в авральном режиме. Химикаты распыляют ранним утром и вечером, днем тотальный мониторинг. Уже обработана большая часть пораженной территории, но масштаб заражения говорит сам за себя. Борьба далека от завершения. И это не только беда Узбекистана. Соседний Казахстан также уже как минимум месяц отражает нападения саранчевых. В Жамбыльской и Туркестанской областях уже победили мароккскую саранчу, но в 15 регионах страны продолжается борьба с итальянским прусом, а в 8 с азиатской саранчой. Кто победит, как считаете? Пишите в комментариях. Друзья, хорошего вам дня и настроения. Спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.